Добрый вечер. Как всегда, сегодня понедельник, 20 часов в Москве. И поэтому, как уже все эти 20 лет, я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Две важнейшие темы, которые обсуждаются прежде всего, конечно, прежде всего среди людей, которые интересуются политикой, но уже не только среди них, это эскалация в Украине в ответ на удар Украины по военным объектам в Брянске, ракеты атакам с американского производства, после того, как президент США Джо Байден наконец дал разрешение Украине использовать ракеты американского производства на территории России. Правда, насколько я понимаю, это разрешение было дано только на использование в Курской области. Это мы знаем. И вторая важнейшая тема – это, судя по всему, движется к завершению война в Ливане. Во всяком случае, войска армии обороны Израиля вышли на север реки Литани в Ливане. И, насколько я понимаю, это было требование IDF, чтобы Хизбалла переместилась за реку. Таким образом, она не сможет, таким образом, войска террористической организации Хизбалла, которая находится на финансировании Ирана, не сможет своими ракетами продолжать уничтожать север Израиля. И закончится ситуация, когда практически половина Израиля уже несколько месяцев сидит в бомбоубежищах. Сегодня у меня один гость, Давид Шарп, известный израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте. Евгения, здравствуйте. И вы видите, у Давида есть свой YouTube-канал, мы дадим на него, конечно же, ссылку, и Давид тоже туда вывесит этот разговор. А сейчас к теме. Итак, Давид, удар Орешника. Сейчас мы покажем, как это было. Сейчас режиссер включит видео и покажет, как это было. И после этого я попрошу ваших комментариев, что это все-таки было. Была ли это баллистическая ракета, была ли это новая баллистическая ракета, как заявила российская сторона, или это была ракета средней дальности, как квалифицировали многие специалисты. Ракета ударила по Днепру, то, что в Советском Союзе был Днепропетровск. Так вот, Давид, ваша оценка, что это было? Во-первых, то, что мы видим на видео, это результат удара разделяющейся боевой части ракеты, то есть автономные и, возможно, даже самонаводящиеся моноблоки. Прецедентный случай в этой войне. Такого, да и не только в этой войне, такого рода ракеты с многочисленными многоблоками в боевых действиях еще не применялись, насколько мне сходу так приходит в голову. По поводу того, является ли ракета формально средней дальности, либо межконтинентальной, здесь стопроцентного однозначного мнения быть не может. Ну, во-первых, есть заявление Путина, что это ракета средней дальности, но, впрочем, Путин не тот человек, которому можно верить на слово. Однако есть и заявления компетентных, вполне компетентных американских источников, которые как раз полагаются на серьезную информационную базу, они говорят, что тоже, что это ракета средней дальности. Но есть несколько нюансов. Все признаки, в том числе информация от тех самых американских источников, в тот случай, когда на них вполне к ним стоит прислушиваться, говорят о том, что речь идет о производной от ракеты «Рубеж», которая в свою очередь является производной межконтинентальных полноценных межконтинентальных ракет Тополь-М и Ярс. Так вот, эта ракета «Рубеж» была в свое время создана, но не пошла в серию. И задачу тех, кто ее создавал, было две. Ну, во-первых, обойти договор по ракетам средней и меньшей дальности. А вот здесь мы приходим, собственно, к классификации. И самое главное в данном случае это определение. Ракета средней дальности — это та ракета, которая может поразить цель на расстоянии до 5500 километров. То есть 5501 формально это уже межконтинентальная ракета. Так вот, рубеж был сделан так, чтобы его дальность составляла 6000 километров. Формально, как мы видим, он вписывается в категорию межконтинентальных ракет, но это является укороченной и упрощенной в плане дороговизны и размеров версий вот этих вот ракет, которые я назвал, Тополь и Ярс.
И как раз она была призвана, формально не нарушая этот договор, таковой являться, ракетой средней дальности являться. Кроме того, еще одна чисто оперативная условная необходимость была в том, что для, ну скажем так, сдерживания условного противостояния Китаю, а Китай тоже воспринимается как-никак и воспринимался как условный противник. Ракеты дальностью 12, 13 и так далее, 10 тысяч, 9 километров, в общем-то, избыточные. Поэтому 6 тысяч километров это неплохая дальность, не избыточная для Китая. Но главное это обойти договор по ракетам средней и меньшей дальности. И дальше в 2019 году по инициативе уже фактически администрации Соединенных Штатов договор перестает действовать. Но, кстати, перестает он действовать не просто так, по злой воле американцев, а потому что Россия его целенаправленно нарушала. И тут, кстати, дело не в демократах и республиканцах, где при демократах тоже очень хорошо понимали, что нарушает, и, возможно, к этому шло, к выходу из этого договора. И здесь Россия, которая имела наработки по этому самому орешнику, который тогда еще назывался «Рубеж», и чувствуя себя очень неуютно, как я это представляю. Неуютно в том плане, что НАТО гораздо слабее, Соединенные Штаты сильнее, естественно. Отсутствие ракет средней дальности лишает Россию неких возможностей запугивать Запад и воздействовать на Запад, и в первую очередь на Европу. И вот тут стали развивать вот этот проект «Рубеж» в тайном режиме, естественно, об этом никто не сообщал, и вдруг мы внезапно увидели, что произошло, и услышали название «Орешник» прямо уже из уст Путина. Так что, по всей видимости, речь идет о ракете. Формально я не исключаю, так как сегодня уже нет необходимости делать ракету 6000, чтобы она формально была межконтинентальной, то вполне возможно речь идет о ракете, скажем, дальностью в 5000, что она и формально, и неформально является ракетой средней дальности. По большому счету это семантика. Речь идет о дальнобойной ракете средней дальности как минимум, с разделяющейся боевой частью, ракете усовершенствованной в сравнении с тем, что из себя представлял рубеж. В рубеже было 4 вот этих моноблока. Здесь на видео мы видели гораздо больше. И, конечно же, эта ракета впервые в истории использована, что, опять-таки, я имею в виду не сама даже ракета, а тип ракет. Средней дальности вообще на территории Европы впервые, хотя в нашем регионе они сотнями летают туда-обратно, вернее, в основном туда. Так что налицо и прецедент, ну и в целом же с военной точки зрения в плане войны в Украине значение этой ракеты близко к нулю, либо не может быть значительным, как я вижу. Но в целях общей кампании стратегии запугивания Запада, она по замыслу Кремля, видимо, и должна была сыграть роль. И мы видели активизацию этой кампании во всех компонентах. Естественно, ядерная доктрина изменений, собственно, заявление Путина личное касательно этой ракеты, что совершенно неординарное событие, и так далее, и так далее. Спасибо. Я попрошу сейчас нашего режиссера, чтобы он нашел и показал картинки Тополь-М, Ярс, и должен быть рубеж, обязательно он в интернете должен быть, просто надо гуглить. Ага, вот это что за ракета? Ну, с такой дистанции сложно определиться. Смахивает, не ловите меня на слове, смахивает на Тополь в самом деле. Ага. Я помню, что тополи, как минимум, возили все время на парадах. То есть это вот эта огромная штуковина, которая, да-да-да, вот она и есть. Их все время возили. Объясните мне, насколько, и опять же, много раз писали о том, что о ракетах с разделяющимися боеголовками. В чем тогда новизна этого рубежа орешника, и почему, и до кого этот орешник может, в принципе, достать? До каких стран? Разделяющаяся боеголовка — это метод, который позволяет с гораздо большей вероятностью преодолеть противоракетную оборону и заодно поразить несколько и более целей одновременно. Причем в целей, находящихся в разных местах. Не обязательно, вот как мы наблюдали здесь, в считанных сотнях метрах, судя по тому, как падали моноблоки, а возможность поразить цели в разных местах. Новизна именно была новизны какой-то кардинальной, какого-то технологического прорыва в нем не было. В нем, судя по всему, был замысел вот именно такой, назовем это, политический и оперативный.
политически обойти соглашение, то есть сделать урезанный вариант вот этих ракет для того, чтобы была ракета средней дальности, потому что те же ракеты, которые мы упоминали, их можно было применять на более короткую дистанцию, но это было бы менее целесообразно. То есть адаптировать, создать полуновый боеприпас, но не кардинально новый, а на основе существующих, который адаптируется к неким новым нуждам, которые российское руководство посчитала нужным реализовать. Еще раз, Китай и, конечно же, обход договора. Сегодня отсутствие ракет средней дальности понижает возможность угрожать Западной Европе в первую очередь. То есть ограничивает российские возможности для Западной Европы. Причем возможности как медийного характера, так и военного. Я бы сказал в То первую есть это прежде всего угроза Западной Европе? Безусловно, потому что до Америки не достать. Китай сегодня в любом случае далеко не в приоритетах во всем, что касается боевых действий. Украина, для того, чтобы бить по Украине, не нужны такие дорогостоящие и дальнобойные ракеты. Для того, чтобы достать любую точку в Украине, достаточно крылатых ракет и беспилотников, которые уже есть сейчас. И, в общем-то, баллистика, причем Искандер баллистический. Кинжал аэробаллистический достает, по сути, до любой точки в Западной Украине. Искандер баллистический нет, там всего 500 километров. Но я думаю, работают и над повышением дальности Искандеров и чего-то подобного. Наконец, есть северокорейские ракеты, которые более дальнобойные. Эта же ракета, в отличие от перечисленных, стоит очень много. Оценки некоторые говорят у нескольких десятков миллионов долларов за штуку. То есть это не та ракета, даже если это по себестоимости не так, все равно это очень дорого. Овчинка выделки не стоит, чтобы обстреливать конвенциональной боеголовкой цели тактического значения, которые можно поразить теми же Искандерами или крылатыми ракетами, что делается почти на ежедневной основе. Здесь все адресовано в первую очередь Западной Европе, в том числе интересная интерпретация, когда говорят о том, что мол, это не для ядерного исполнения, но будет равносильно ядерному удару, если мы ударим в неядерном исполнении. Значит, ну, честно говоря, это меня весьма и весьма веселит. Естественно, равносильно ядерному удару это не может быть никак. Ядерные бомбы вообще измеряются, их тротиловый эквивалент, даже самых слабых, измеряется в килотоннах. Что значит килотонна? Это 1000 тонн взрывчатки. Когда говорят, бомба 10 килотонн ядерная, это очень слабо. Это равносильно 10 тысячам тонн взрывчатки. Значит, когда мы говорим об обычной бомбе весом в тонну, в ней, как правило, меньше половины веса это взрывчатка. То есть в одной тонновой бомбе, скажем, 400 килограмм. То есть 10 тысяч тонновых бомб, это всего будет половина или даже меньше вот этого эквивалента, о котором я сейчас сказал. Значит, у Орешника, или он же бывший рубеж, судя по прикидкам, у него боеголовка имеет вес 1,5 тонны, плюс-минус 1,5 тонны, и это не взрывчатка. И если разделяющийся блок, каждый из них имеет вес 200-300 килограмм, ну это может быть, допустим, даже от тонны до 2 его боеголовка, то, естественно, равносильно его удар, равносилен, если мы говорим о 6 или 8 блоках, это удар равносилен 6-8 авиабомбам весом 200-300 килограмм. О каком тут аналоге ядерной бомбы можно говорить? Более того, даже если применить 100 таких орешников, это всего лишь будет 5, 6, 7 сотен достаточно легких авиабомб. И еще вопрос, насколько точных. Так что здесь очень много угроз вот такого пропагандистского характера. Как я уже говорил, речь идет о такой важнейшей медийной кампании в стратегии запугивания Запада. Этой стратегии Кремль придерживался почти с самого начала войны, и она частично работала, на мой взгляд. То есть, если бы она частично не работала, многие решения по системам, по поставкам оружия Украине были бы приняты раньше, и разрешения даны были бы тоже раньше и были бы более широкими. Но так как, чтобы что-то работало, нужно какие-то новые шаги применять. Мало только писать статьи в тех или иных изданиях, приближенным к Путину политологам, либо Путину и Медведеву делать те или иные заявления, надо что-то и показывать. Вспомним перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь, те или иные учения. И вот сейчас новые шаги. Понятно. Ну, в общем, вы, можно сказать, успокоили. Но тогда объясните мне, Давид,
Во-первых, да, вот промежуточный вопрос, но никак не могу менять точно. Вот я рядовой необученный, объясните мне, что там может стоить? Это какая-то болванка железная там или еще там она сделана. Что там может стоить десятки миллионов долларов? Ну, стоит там маленький, там не маленький, может быть, компьютер, который управляет, значит, движением. Все параметры заданы Земли. Что в этом такого дорогого? Как это может стоить десятки миллионов долларов? Ну, так вот просто. Это уже далеко не совсем так. Даже, кстати говоря, даже ракеты очень примитивные, гораздо более примитивные, менее дальнобойные, в странах с меньшей себестоимостью труда стоят очень немало денег, и речь идет о сотнях, тысячах или миллионах. В данном случае речь идет о трехступенчатой ракете, которая изначально, по сути, на своей базе межконтинентальная. И в этом одна из существенных проблем, которые, собственно, и касаются стоимости. Здесь задействованы очень сложные и серьезные технологии. Это непростое, далеко не простое устройство. И, кстати, и боеголовка вот эта разделяющаяся, это тоже один из факторов. И поэтому, кстати, я предположу, что многие компоненты западного производства, правда, тут интересный момент, что когда создаешь баллистические или крылатые ракеты, ну или вообще системы вооружения, в принципе, важно соблюдение так называемого military стандарта. Ну, это на Западе принципы. То есть то, что соответствует вызовам, которые могут столкнуться изделия при таком очень активном применении в сложных условиях. Значит, если использовать гражданские комплектующие, очень часто процент брака будет выше. И это, собственно, то, с чем сталкивается Россия при производстве своих боеприпасов, в частности, крылатых ракет, в том числе на основании контрабандных комплектующих по серым схемам, поступающих в Россию и не соответствующих милитари стандарту. Тем не менее, соответствующие стоят дорого. Это трехступенчатая ракета, в том числе наподобие таких, которые выводят в космос, ну, в данном случае может быть неверное сравнение, в космос спутники Земли. Она дорого по определению, даже Искандер, который относится к совсем иной категории, гораздо проще во всех отношениях, стоит, видимо, тут никто точно не знает, но от пары до нескольких миллионов долларов, ну, видимо, пару. Я исхожу все же из того, что Минобороны российской берет его ближе к себестоимости, пару миллионов долларов. Здесь предположение, что речь идет о 8, 12 и даже десятках миллионов долларов, выглядит вполне логично. Спасибо. Давид, следующий вопрос. Кажется, что Путин перенимает стратегию Ирана по использованию различных прокси. Хамаса, Хизбаллы, Хусита там, ну, и так далее. И для этого используется Северная Корея. Там труд стоит примерно близко к нулю, тем более, что можно всегда использовать труд зэков, как это было сделано в Сталинском Советском Союзе. И многие военные обозреватели западные волнуются, что Путин расплачивается с Кимом не деньгами за тех солдат, которые отправляют на мясные штурмы, а как раз вот технологиями, или во всяком случае может использовать Северную Корею как и плацдарм для производства, прежде всего для производства ракет, тем более, что Северная Корея уже давно пытается построить хорошую ракету, они у них как-то, насколько я понимаю, все время заваливаются. Насколько это представляет угрозу, имея в виду непредсказуемость режима в Северной Корее? Я сразу с конца начну. Это представляет угрозу. Вообще отношения Путина, там, в целом назовем это российской власти с Северной Кореей и с Ираном вызывают колоссальное беспокойство. В первую очередь именно в том, что этим странам может быть в рамках взаимовыгодных отношений переданы те технологии, опаснейшие военные технологии, которых у этих стран нет, которые позволят им повысить свои возможности. Повысить свои возможности в первую очередь это во всем, что касается ракет, в плане точности и дальности, хотя у них иногда не так уж плохо с ракетами, с точностью и дальностью, кое в каких аспектах даже не хуже, чем у России, а где-то даже лучше. Тем не менее, есть что у России получить. И, конечно же, непосредственно во всем, что касается ядерного оружия. Здесь беспокойство у корейцев оно есть, но всегда можно сделать лучше и больше.
У Ирана его еще нет и, надеюсь, не будет, но здесь опасения очень высоки. Единственное, что, на мой взгляд, что сравнение отношений между Ираном и его прокси и между Россией и Северной Кореей, оно верно, но оно не в том плане, на мой взгляд, что Северная Корея является прокси России. В данном случае Северная Корея вроде бы прокси Китая, и то есть определенные нюансы, и далеко не всегда она следует тому, что Китай приказывает. Примером тому санкции Совета Безопасности ООН, которые в свое время поддерживались и Китаем, и Россией против Северной Кореи. Это факт, как ни крути. Довольно беззубые, но тем не менее санкции. Так вот, отношения России с Кореей носят взаимовыгодный характер, насколько можно судить. И это еще вопрос, кто кого использует больше. Для корейцев, для северокорейцев, я считаю, что это вот эти вот отношения с Россией, для Кима, это какой-то счастливейший лотерейный билет, джекпот. Он был, по сути, вот в такой стадии постоянной перманентной полуизоляции. Та же Россия с Китаем участвовали в санкционных программах, которые еще больше поддушивали Северную Корею. Теперь же он внезапно получает, во-первых, политическую крышу Совета Безопасности ООН. Это значит, никакие санкции против него, даже если бы Китай захотел, не введут. Более того, старые санкции будут потихонечку или совсем не потихонечку нивелироваться под влиянием России, безусловно. И главное, он получил возможность иметь, скажем так, то, чего у него не было до сих пор, все что угодно во всех аспектах. Ну, может, не во всех и не все, но очень многое. Начиная от продуктов питания и нефти, то есть то, что мы называем расплачиваться натурой деньгами, и тех систем вооружения, которые у него не достает. А это в первую очередь интересные технологии, способные повысить его вот эти ключевые возможности. А ракеты это главный инструмент запугивания и Соединенных Штатов, и всего мира, и ядерное оружие это главный инструмент. И поэтому опасения есть. И судя по всему, как стороны далеко заходят, шаг, связанный с отправкой более чем 10 тысяч военных поучаствовать в боевых действиях, это неординарно. Мне это видится, понятия не имею, что думает Ким. Вообще пытаться вникнуть в голову диктатора или вообще власти, в логику власти, где принимают решения один человек или узкий круг, пытаться нужно, но не всегда можно. Так вот, на такой экстраординарный шаг, как послать своих, по сути, продать своих людей фактически за какие-то блага, чтобы они повоевали и пошли на смерть, в наше время это не очень распространенный шаг. Хотя, сложно сказать, я сейчас сразу же сказал не очень, но не так давно Судан, например, за саудовские деньги участвовал в войне против Йемена, против хуситов, тоже по сути по такой же схеме, отнюдь не из идеологических соображений. Так вот, тут никаких идеологических соображений, естественно, абсолютно материальные и очень весомые материальные, что не может не вызывать беспокойства. В первую очередь беспокоиться должны Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, но в наше время беспокоятся они, беспокоится весь мир. То же самое, когда что-то происходит на Ближнем Востоке или связано с Ираном, в итоге так или иначе задевает весь мир. Иран яркий тому пример, когда иранские беспилотники вдруг стали атаковать Украину, когда попытки осуществить покушение, оказывается, происходят и на территории США, и Канады, и Европы, и не только, и не только. Знаете, я тут просматривала документы особых папок Политбюро ЦК КПСС. И в частности, письмо последнего председателя КГБ СССР, ну, предпоследнего, на самом деле, последним был Бакатин, Владимира Крючкова, скажу для наших молодых читателей, это тот самый Владимир Крючков, который был организатором неудачного августового путча 1991 года. Так Владимир Крючков в письме, в совершенно секретном, значит, письме в адрес Политбюро ЦК КПСС пишет о том, что у них появляется все больше информации о создании реактора в Северной Корее. И, так я понимаю, в ответ на вопрос, который был ему задан, пишет о том, что стоит воздержаться от какой-либо помощи Северной Корее именно потому, что режим чрезвычайно непредсказуем. Так я понимаю, что одно из опасений Крючкова было связано с тем, что за Северной Кореей стоял Китай, а Китай в те времена был отнюдь не союзником, а скорее рассматривался как противник. Но с другой стороны,
мы знаем, что Северная Корея сильно зависит от Китая, и, как правило, Ким не принимает решений, которые не одобрены Китаем. Китай опасается, как мы знаем, во всяком случае так об этом писали, что Россия может эскалировать до ядерной войны, которая вполне коммерческому Китаю совершенно не нужна. Вот что вы думаете по этому поводу? Как долго Китай будет наблюдать за этими ухаживаниями Путина, значит, и этой леди Ким? С Путин, вот тут интереснейший вопрос, потому что очень многие из тех, кто даже, казалось бы, хорошо, или даже не казалось бы, хорошо понимают во всем, что касается взаимоотношений между Китаем и Северной Кореей, даже между ними есть разногласия. Я исхожу из того, что с одной стороны Северная Корея это своего рода такая бешеная собака Китая, которой он Китай в какой-то мере пугает, пугает мир, в том числе и демонстрирует вот этот вот подход «держите меня, семеро», а вернее не меня, а моего младшего брата. Но с другой стороны, это все же не совсем так. То есть нет абсолютно полной зависимости и понимания, что прокси. Ничего не поделать, у Китая значительные рычаги влияния на Северную Корею. Экономические в первую очередь, ну там и граница между ними общая, и экономические связи Северной Кореи почти исключительно через Китай. Тем не менее, Северная Корея привыкла жить полувпроголодь. И как ни странно, это важный актив. То есть, когда ты привык к чему-то плохому, ну и вообще у, собственно, силового аппарата Кима есть серьезнейшие инструменты воздействия на население, так вот, у тебя больше запас прочности, как ни странно. Для диктатура, привыкшая к тому, что ее люди плохо живут, у нее серьезный запас прочности. Иногда мы были свидетелями того, когда Китай накладывал санкции. То есть, может быть, это не выходит особо в публичную сферу, стороны не обмениваются угрозами, Китай, может быть, не демонстрирует такой вот наглядной решительности, но санкции в отношении Северной Кореи применялись Китаем, это факт. А значит, далеко у них не все гладко. Я думаю, что Китай далеко не все одобряет. Возможно, его даже раздражают нынешние политические близкие отношения России и Северной Кореи. Но Китай предпочитает действовать тихо. У Китая свои очень важные интересы. И как мне видится, интерес Китая в том, чтобы Россия не проиграла эту войну, с одной стороны. С другой стороны, интерес Китая в том, чтобы Запад отвлекал как можно больше ресурсов и внимания, собственно, от Китая на Россию. Потому что если мы вспомним, то Соединенные Штаты, опять-таки, это касается и демократических, и республиканских администраций, на протяжении долгих лет воспринимают Китай как потенциального противника номер один, в том числе с военной точки зрения. Сегодня, когда Россия взяла на себя вот такую роль, ну, скажем так, плохого вот в мировой политике, напала на Украину и на самом деле не только этим занимается, угрожает ядерной войной, основное внимание в заметной степени отвлечено на Россию. Более того, Китаю вынуждены с более заискивающей позиции подходить, а не с позиции силы, в том плане, чтобы Китай меньше России помогал. Для Китая, на мой взгляд, такая ситуация вполне его устраивает, если не сказать больше. Кроме того, второстепенное следствие, тоже важное для Китая, это то, что Россия больше от него зависит. И в этом плане Китай тоже имеет значительную экономическую выгоду. Покупка более дешевого сырья, ну и вообще большая политическая зависимость России от Китая. Так что пока все вписывается, будь то отношения Северной Кореи с Россией, будь то что-то еще, пока все это более-менее служит и сильно не вредит вот этим главным китайским интересам, Китай будет сидеть тихо и спокойно наблюдать, как его противники, потенциальные или реальные, пытаются решить эти проблемы. Если Китай почувствует, что что-то бьет существенно по его интересам, в том числе отношения между Северной Кореей и Россией, он даст знать и тем, и другим, и на тех, и на других у него есть очень серьезные рычаги воздействия. Как говорится, было бы почему. Но пока, вот так вот я на поверхностный взгляд не вижу причин, почему бы Китай выразил такое вот неудовольствие и решил задействовать. Единственная такая, ну не единственная возможность, а теоретическая возможность была бы, если бы Китай, западный мир, поставил бы Китай перед выбором, что он столкнется с очень-очень серьезными экономическими проблемами, если не пойдет на какие-то шаги.
Для Китая, на мой взгляд, как несмотря на то, что он потенциальный противник Соединенных Штатов и так далее, для него западный мир это главный рынок сбыта, как ни крути. Не Россия, а именно западный мир. Более того, западный мир это главный источник технологий для Китая, инвестиций. А китайская долговременная стратегия развития пока еще не отменена, это десятки лет. Без технологий и без этого рынка, мягко говоря, Китаю будет плохо. Но что в чем проблема? Что западный мир не хочет потрясений, не хочет эскалации. И для западных экономик тоже будет серьезный удар, если они примут санкции против Китая. Китай это понимает и действует, в общем-то, с позиции силы. Ну а Россия является для Китая таким вот громоотводом. И это не воспользоваться этим было бы грешно со стороны Пекина. Спасибо. И чтобы завершить вот именно с первой темы, после удара, значит, рубежа Орешника по Днепру, значит, разгорелась дискуссия. Одни говорят, что Путин, как всегда, блефует, и никакая-то не эскалации, и никаком, значит, ядерным вариантом он не перейдет. Другие утверждают, что нет, это очень серьезный шаг со стороны Путина, что принимать его за все время думать, что он только блефует, неправильно. Путин не может себе позволить проиграть эту войну, потому что ему перережут глотку, как только это произойдет, или как только он выйдет из Спасских ворот. Там уже желающих просто друг другу будут мешать с просьбой разрешить стрельнуть. Так вот, как вы считаете, в какой степени это действительно эскалация и какой следующий может быть шаг у Путина? Для начала полностью соглашусь, что Путин не может себе проиграть, позволить себе проиграть эту войну. Более того, его задачей минимум, как мне видится, после того, как он рассчитывал на некий максимум, начиная войну, но вляпался в дорогостоящую, тяжеленную войну с серьезными последствиями, его задачей минимум является очевидная победа по очкам, как мне видится. Но дело-то в том, что в данный момент из-за происходящего и на поле боя, и во всем, что касается поддержки Украины, Путин не стоит на грани поражения. И вот здесь мы переходим, наоборот, он стоит, в данный момент он выигрывает по очкам, можно сказать. А если, как предполагают, попытаются навязать Украине некий мир, то этот мир будет, как ни крути, победой по очкам России. То есть, если он за мир или прекращение огня. Так вот, тут мы приходим, собственно, а почему бы Путину применять ядерное оружие? Значит, давайте разобьем ситуацию на две составляющих. Путин идет на ядерную войну, всеобщую ядерную войну с Соединенными Штатами и странами НАТО. Значит, несмотря на то, что на пропагандистских передачах, а иногда что делать, хотя бы на пару минут я по долгу службы должен их смотреть, чтобы понять, что к чему. Значит, уверенно утверждают, что можно 95% того стереть в пепел, или Лондон в буквальном смысле загнать на дно океана. Такое впечатление, что утверждающие либо не знают, либо забывают о том, что в случае всеобщей ядерной войны, безусловно, Западу, противнику НАТО, будет нанесен очень серьезный, может быть, колоссальный ущерб, но России просто не будет. Вот четко и ясно, Россия будет уничтожена в результате такой войны. Вопрос, зачем идти на войну, которая гарантированно, подчеркиваю, гарантированно приведет к уничтожению России. Логика, если не потерять полностью адекват, то на такую войну можно пойти только когда уничтожение неизбежно. Подчеркиваю, уничтожение, не просто что-то, катастрофическое уничтожение. Есть промежуточные варианты. Вот тут он ближе к сути того вопроса, который вы задали. Предположим, Россия не хочет полного уничтожения, это более чем логично, Россия, Путин. Однако есть вариант использовать, например, тактическое ядерное оружие, чтобы принести некому перелому в войне, запугать Запад до чертиков и так далее, и так далее. И при этом избежать вот этого вот колоссального обмена ударами, который к уничтожению России приведет. Смею вас заверить, что в случае применения тактического ядерного оружия России по Украине, либо тем более по странам Запада или странам НАТО, Россию тоже ждут катастрофические последствия. Подчеркиваю, катастрофические.
может быть, тут я не могу ручаться, не обязательно всеобщая война на полное уничтожение, но последствия совершенно катастрофические. Кстати говоря, немало негатива ждет Россию, как вы очень правильно упомянули, от Китая, скорее всего, и других стран, так называемого глобального юга, и других стран, отношения с которыми у России важны. Применение ядерного оружия, да еще и в таких обстоятельствах, это совсем не то, что они хотят видеть. Так вот, и здесь мы приходим к выбору. Да, сложно влезть в голову одного человека или узкого круга лиц. Более того, на протяжении мировой истории мы были свидетелями того, как кто-то, стоящий у власти, буквально был не в своем уме, либо действовал как человек неадекватный. Есть такие истории, вплоть до каннибализма классического у африканских лидеров и еще у кого-то. Но если предположить, что никто с ума все-таки не сошел, на такой шаг, который однозначно приведет к катастрофе для России на многие десятилетия, если не сказать хуже, можно пойти только тогда, когда альтернатива является еще большая катастрофа. То есть, что может быть для Путина еще большая катастрофа? Ну, какая-то немедленная угроза жизни себе и своей семьи, своей власти. Полное поражение на поле боя, и вражеские войска вторгаются в Россию, куда-то продвигаются, и все пропало, шеф, все пропало. То есть что-то совершенно катастрофическое, только оно может перевесить последствия от тактического ядерного оружия. Пока мы можем четко констатировать, ничего такого катастрофического лично Путину, его власти, либо России в целом не грозит. Какое-нибудь поражение на поле боя, даже существенное, и я уже не говорю о каком-то прорыве в Курскую область, а гораздо более существенное в Украине или что-то подобное, это не то, о чем я говорил. Поэтому логика говорит о том, минимально здоровая, а минимально здоровая логика работала даже у Саддама Хусейна, который не применил химическое оружие против Израиля или Соединенных Штатов, хотя применил его против курдов. Так вот, логика говорит о том, что да, они блефуют, по принципу действуют «держите меня семеро». И эта стратегия частично работала, что доказано практикой, поэтому отказываться от нее не будут. Будут придумывать новые шаги. На 100%, абсолютно на 100% говорить, что нет, никогда не применят ядерное оружие, нельзя быть, это было бы неправильно. Мизерный шанс, особенно на применение тактического ядерного оружия, существует, на мой взгляд, при совершенно особых обстоятельствах. А пока это блеф, подкрепленный теми или иными действиями, дабы он выглядел более убедительно. Спасибо. Я хочу для наших слушателей и зрителей сказать, что на сайте, на этом канале выложено мое интервью с известным американским журналистом Дэвидом Хоффманом, журналистом Washington Post, очень хорошо известной нашей российской аудитории. Его книгу рекомендовал Алексей Навальный. Так вот, он на самом деле написал книгу о холодной войне и о возможности применения ядерного оружия. И как раз в Гарвардском университете, в Центре по изучению России и Евразии Дэвиса, мы с ним обсуждали вот ровно эти варианты: холодная война 2.0 и применение ядерного оружия. И Дэвид сказал о том, что, вы можете это услышать, что если Россия применит какой-либо вид ядерного оружия, в том числе и тактическое, Соединенные Штаты немедленно ответят конвенциональным ударом, не ядерным, а конвенциональным ударом, то есть ударом из конвенционального оружия, но так, что, как он выразился, Москвы не будет, что для меня это боль и катастрофа со всех точек зрения. Но и также он сказал, что Соединенные Штаты с помощью своих различных спутников следят за передвижением каждой ядерной боеголовки, которая есть в распоряжении России. Это вы можете увидеть этот разговор, это видео на канале, на который я призываю вас подписываться, для того, чтобы канал, большее количество людей получали квалифицированную оценку событий, не различные бла-бла, непонятно с какого пальца высосанные. И ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно пишите, откуда смотрите. Я обязательно это все очень внимательно просматриваю. Это очень интересно, потому что смотрят нас от Южной Африки до Сахалина, Владивостока и так далее. И Россия, очень много людей смотрят и в Украине, и в Израиле. Так что еще раз прошу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите
откуда вы и как вы смотрите, с VPN или без. Давид, теперь перейдем в вашу часть мира. Во-первых, вот ракеты, которые использовал Иран, видим ли мы, что Россия каким-то образом, Путин, помогает сейчас Ирану в изготовлении или в технологиях по различных ракет? Какие Ираны сыпались на Израиль, при этом, как мы знаем, лишь ограниченное число в последний раз попали по целям, и слава богу, не было жертв, а в первый удар Ирана была одна жертва в пустыне Негов, по-моему, в деревне Друзов погибла девочка, что, конечно, одна человеческая жизнь – тоже слишком много, чем мы можем допустить. Так вот, видите ли вы, что Россия помогает Ирану с оружием? И дальше я вас прошу про помощь Хизбалле, конечно. Да, для начала чуть-чуть я поправлю вас. В первое время первой атаки девочка из бедуинского клана была ранена, но она выздоровела, ее вылечили. Не знаю, насколько ей Слава богу. удалось полностью восстановиться, но она жива и, надеюсь, даже здорова. Во втором случае, вот такой вот трагикурьез, если можно так выразиться, единственной жертвой как раз, причем с летальным исходом, стал палестинец из Газы, который жил в палестинском городе, в арабском городе Иерихон на иорданской границе, и на него упал огромный обломок ракеты. Есть даже видео соответствующее. Вот он погиб. Из Газы добрался в Иерихон, может быть, за лучшей жизнью или за чем-то другим, и погиб от иранской атаки на Израиль. Да-да-да, мы об этом сообщили. Так. Да. Касательно ракет. Россия помогает Ирану. Есть надводная часть айсберга, и я могу перечислить в чем, но конкретно по баллистическим ракетам, тем более, которые были запущены по Израилю, пока нет никаких сведений. Те, что запущены по Израилю, создавались на протяжении долгих лет, когда сотрудничества в ракетной сфере между Россией и Ираном, насколько известно, не было. То есть сотрудничество было в 90-е годы, Иран использовал труд, так или иначе, специалистов из бывшего СССР, но это не было сотрудничество на государственном уровне. В заметной степени в основе иранской ракетной программы лежит как кто? Северокорейская ядерная программа. Я, знаете, Давид, я даже писала серию материалов под общим названием «Наш человек в Тегеране». И говорила непосредственно с нашими учеными, с советскими учеными, которых привозили в Иран. Это были все договоры не на государственном уровне, а это было бизнес ФСБ, который вывозил в Иран наших ученых, которые там работали, основные деньги получали чекисты, как всегда. Это давайте мы не будем в 90-е уходить, а все-таки, значит, сейчас вы не видите, чтобы Путин поставлял Ирану ракеты или ракетные технологии. Теперь, израильские СМИ сообщали, что в Ливане при отступлении Хизбаллы армия обороны Израиля обнаружила большое количество российского оружия, причем от каких-то там простых вариантов до самых серьезных. Что вы про это знаете? Два слова по поводу ракет. То, что я не вижу, и то, что те, которыми Израиль обстреляли, не значит, что это сотрудничество не идет здесь и сейчас, и в Израиле его очень опасаются. И Ирану очень важно усовершенствовать свои ракеты, и если Россия где-то может ему в этом помочь, я не сомневаюсь, что в этом состоят иранские пожелания. И, возможно, к сожалению, этот процесс уже идет, но я сказал лишь о свершившемся факте. Вот те ракеты, которыми обстреляли, это готовый продукт. Кстати, Иран абсолютно точно получает некоторые вещи из России и уже получил подтвержденно. Ну, кстати, уничтоженные, вернее, выведенные из строя как минимум 4 дивизиона С-300. Была это относительно недавняя российская подставка. Истребители в пути Су-35. И понятно, что кое-что, кое о чем мы не знаем. С Хизбаллой дело обстоит следующим образом. Впервые российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а это очень опасное оружие. Несмотря на то, что речь не идет о, скажем так, о системе, ну, вершине технологий по современным западным меркам, это тот самый случай, когда речь идет о довольно опасном и весьма эффективном средстве. Так вот, они появились у Хизбаллы впервые еще в 2006 году, вернее, появились раньше, использованы были против Израиля в 2006 году. Это послужило причиной скандала между Россией и Израилем.
часть этого элемента этого скандала носили публичный характер. Далее все перешло в кулуарный уровень, потому что в Израиле предпочитают решать что-то кулуарно. Другое дело, что решать таким образом часто ничего не получается. Те ракеты попали Хизбалле через Сирию. То есть были официальные поставки режиму Асада. Режим Асада передал ракету террористам, при том, что в принципе всегда существует понятие конечный пользователь. То есть когда продается оружие, почти всегда это формально оговаривается, а если формально не оговаривается, то оговаривается неформально. Что это не значит, что вы можете передать оружие кому-то другому на автомате. И тем более, если речь идет о террористах. Более того, далее ракеты Корнет, я специально на них заостряю внимание, потому что это один из основных и опаснейших элементов, которые у Хизбаллы российского производства попали и Хамасу в Газу. Хамасу в Газу они попали тоже от Хизбаллы и от иранцев. И более того, там уже дело пошло о применении, причем откровенном применении по гражданским целям. Одно из знаменитых таких кровавых случаев, это был обстрел школьного автобуса, когда погиб мальчик. Пущенные ракеты Корнет российского производства. И видим, и что мы видим? Что несмотря на протесты Израиля, на кулуарном уровне, более того, на разоблачение во лжи российских властей официально, а в 2006 году лично я столкнулся впервые вот с такой откровенной ложью российских властей во всем, что касается такого международного и военного характера. Когда они отрицали сам факт нахождения корнетов у Хизбаллы, когда, я в буквальном смысле уже знал, не то что знал, было известно, что они есть, что они убили, и мой знакомый хороший погиб от попадания ракеты Корнет, и кто только этого не знал, а они называли черное белым, пока не были в публичной сфере, в буквальном смысле. На фото, видео в интернете предъявлены ящики с ракетами, где квитанции и стулы со всеми соответствующими обозначениями и всем необходимым. После этого скандал перешел под ковер. Так вот, Россия, как мы видим, с тех пор не предприняла никаких усилий. Это как минимум для того, чтобы предотвратить передачу террористам ракет Корнет. Более того, ракеты продолжали поставляться, и не только Корнеты, продолжали поставляться Ирану. Ирану продали лицензию на их производство. В Иране они массово производятся под названием Дехлавея. Более того, прекрасно знали, продавая лицензию, кому Иран эти ракеты будет передавать. Более того, Иран, как есть признаки, что Иран, как это не смешно не прозвучит, передает их из самой России. Есть с войны, с украинских фронтов пару видео, где издалека создается очень твердое впечатление, что используется иранская вариация Корнета. Там есть некая маркировка, которая является особой характеристикой, что неудивительно, у России своих Корнетов не так много, они не дешевы. Так вот, Хизбалла получила множество систем российского производства. В первую очередь это корнеты и переносные зенитно-ракетные комплексы. В том числе и года производства предыдущего десятилетия. Это то, что я видел, это то, что я точно знаю. Возможно, есть еще то, что я не знаю, я в этом не сомневаюсь. Этого оружия очень много, и очевидно, что даже если Россия сама не передавала это оружие Хизбалле, она продолжала передавать его Ирану и сирийцам и не предпринимала ни малейших серьезных усилий, чтобы это оружие не перепадало Хизбалле, которая была ситуативным союзником России во время сирийской войны гражданской. Воевали бок о бок с российскими военными. Есть видео братания боевиков Хизбаллы с российскими солдатами. Есть видео у российских спецназовцев патчи Хизбаллы с ее гербом в знак признания, так сказать, союзников. В общем, мы все прекрасно понимаем, все видим. И ничего хорошего, естественно, здесь никаких хороших выводов сделать нельзя. Тем более в свете гораздо более плотного Ирано-российского сотрудничества последние пару лет. А Хизбалла, что это? Это главный инструмент Ирана на Ближнем Востоке. Так что удивляться не приходится. То есть правильно я вас поняла, Давид, что нету данных, которые свидетельствуют о том, что Россия напрямую передавала оружие Хизбалле? Что все-таки она это делает через Сирию или там через Иран? Таких данных нет. Возможно, не исключаю, что они есть, но их не озвучивали во избежание скандала, либо во избежание утечки источников разведывательной информации. В принципе, передать оружие напрямик Хизбалле и Хамасу, вот так напрямик, и чтобы все об этом знали,
но это все же компрометация. То есть, как ни крути, не то чтобы Россию это сильно останавливало, если российское руководство посчитает нужным, оно это сделает. Но здесь ситуация вообще идеальная и удобная. Тут и себя вроде совсем напрямую не компрометируешь, хотя компрометируешь еще как. А с другой стороны, за тебя сделают всю работу. Сирийцы за тебя дадут нож, иранцах и говорить нечего. Тем более, иди вот такой вот способ. Ты продаешь Ирану лицензию, ничего его, ничем его не ограничиваешь, а Ливану, а Иран уж передаст кому надо. Но главное, я даже скажу, что сейчас это особенно не на слуху, но ракеты Корнет именно российского производства докатывались даже до Хамаса в секторе Газа, причем докатывались уже довольно давно. Спасибо. Израильские СМИ сообщали, что армия обороны Израиля вышла к северу реки Литании. И, собственно, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не права, что это является главной задачей IDF, армии обороны Израиля, вытеснить, вытеснить Хезболлу за реку, чтобы она перестала, чтобы у нее лишить ее возможности продолжать обстреливать ракетами Израиль, как Хезболла делала начиная с 7 октября 2023 года, после страшной резни на юге Израиля и начала войны в Газе. Но делала и до этого тоже. Так вот, правильно ли я понимаю, что война в Ливане подходит к концу? Скорее всего, давайте начнем с конца, извините за каламбур. Когда мы с вами беседуем, все источники, очень осведомленные и менее осведомленные, сообщают о близости, крайней близости договора, естественно, при американском и ином посредничестве, по сути, между Израилем и Хизбаллой, ну, формально между Израилем и Ливаном, о прекращении огня и далее реализации этого договора. Возможно, речь идет о часах считанных, хотя в таких случаях возможны неожиданности, фейки и так далее. Но это касательно близости, так что все может быть очень и близко. Но касательно военных составляющих, тут я буду вынужден вас поправить. Значит, изначально, скажем так, Израиль в рамках этого договора требует демилитаризации Южного Ливана южнее реки Литани. Это основное требование. И кое-где севернее реки Литани. Тоже почему? Потому что река Литани проходит от израильской границы иногда очень во многих километрах, а в одном, например, месте в 4 километрах от границы. И вот именно там, где 4 километра до границы, так называемое колено Литани, израильская армия приблизилась непосредственно к реке в рамках очень ограниченной сухопутной операции, которая осуществляется примерно с 1 октября. С 30 сентября, 1 октября израильская армия не ставила задача вытеснить террористов, именно армии, как вот военный приказ не был отдан выйти к реке Литани на ее всей протяженности и зачистить эту территорию от Хизбаллы. Это было бы наиболее глубоким сценарием, который мог бы быть реализован. И на мой взгляд, он должен был быть реализован, именно этот сценарий, с военной точки зрения. Но политическое руководство по разным причинам, причем причины могут быть самые разные, в том числе и американское давление, а может быть и собственные пожелания, выбрало некий минималистский сценарий. Минималистский сценарий подразумевал действия вдоль границы против основных населенных пунктов, которые Хизбалла превратила в свои опорные пункты, и создала там колоссальные базы вот того, базы инфраструктурные, в том числе запасы вооружения, о котором мы с вами говорили, которая предназначалась для возможной атаки на Израиль в духе 7 октября, как это сделал Хамас. Так вот, все эти массы трофеев, которые в значительной степени вывезены, мы еще их увидим, а многие уничтожены на месте, это те самые запасы из сугубо приграничных деревень, где были созданы вот эти вот перевалочные пункты. После того, как Хизбалла не проявила особую сговорчивость, было решено от минималистского сценария уничтожения ее инфраструктур в приграничных деревнях перейти к сценарию минималистский плюс. То есть к второй линии деревень, 5-6 километров от границы. И вот в рамках этого второго сценария приблизились в одном месте к реке Литани. И сейчас этот сценарий продолжает реализовываться до того момента, как будет принято либо другое военное решение, либо будет заключен вот этот самый договор. А вот в рамках договора уже предполагается, что Хизбалла будет вынуждена покинуть всю эту территорию южнее Литани
И главное, весь вопрос касательно этого договора, тут вопросов много, мы пока не знаем детали, будет ли механизм его реальной реализации, либо он останется на бумаге. Если будет реальный механизм контроля, когда некто по израильскому указанию приходит в точку, например, Израиль говорит, что вот в этом месте находится военная база Хизбаллы, в этой деревне подземное сооружение, где хранятся боеприпасы Хизбаллы. Приходят ливанские солдаты, некие международные миротворцы и уничтожают этот объект. Вот тогда это пример того, как этот договор соблюдается. До сих пор, с 2006 года, действовала резолюция 1701, в которой присутствовало нечто подобное, только не было механизма. Механизм, который действовал, абсолютно не имел к практике никакого отношения. И все, в общем-то, разница между тем случаем и нынешним будет, я надеюсь, в том, что механизм заработает. Если не заработает, включается пункт номер 2, важнейший нынешнего договора потенциального, если он будет заключен, это свобода действий Израиля. Если Израиль видит, что не реализуются условия договора, значит Израиль должен силой привести ситуацию к такой, которая его устраивает и которая устраняет угрозу северным границам Израиля и на самом деле и центру Израиля. И вот здесь очень многое будет упираться в то, как это воспримут стороны, которые участники этого договора, Соединенные Штаты и другие, которые будут сидеть в комиссии, которая определяет, есть ли нарушение договора или нет нарушения договора. Мне, честно говоря, даже грустно и смешновато такое вот обсуждать, но тем не менее это факт. Хочется надеяться, что решения не будут по принципу подача заявления, рассмотрение его много дней, и дальше некие заинтересованные стороны будут черное называть белым. В общем, вот такая ситуация. Свобода действий Израиля и реальный механизм контроля. Еще один важный момент. Даже если Хизбалла полностью вытеснена за реку Нетани военным путем или по договору, у нее все равно остается возможность обстреливать израильские города, потому что у нее очень широкий арсенал ракет по дальности. Например, от Бейрута можно вполне дострелить, а Бейрут очень далеко от берега реки Литани, можно дострелить до Израиля без проблем. А с севера Ливана, если у тебя ракета дальностью 700 километров, а у Хизбаллы, как говорят, были такие ракеты, кстати, это Скад-Д ракета сирийского производства северокорейской конструкции. То есть это северокорейская ракета, производимая по лицензии в Сирии. Так вот, с севера Ливана такой ракетой можно дострелить до юга Израиля. Так что, к сожалению, возможности у Хизбаллы останутся в любом случае. Но, что очень важно, чтобы этих возможностей было как можно меньше, чтобы они были выбиты. И главное, чтобы было отбито желание у Хизбаллы. И для этого ей и всем, кто к ней сопричастен, должен быть нанесен максимальный урон в наших местах. Если оглянемся в ретроспективе, вечный мир бывает очень редко. С тем же Ливаном и с группировками, действующими в Ливане, с теми или иными перерывами войны происходили. Главное, чтобы следующая война, которая будет с ливанскими группировками или кем-то в Ливане, а я не оптимист, я говорю, что она будет, произошла как можно позже и на как можно более выгодных для Израиля условиях, а не так, как это было, как это началось 8 октября в данном случае. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Первое. Что вы знаете, вот насколько армии обороны Израиля удалось уничтожить отряды Хизбаллы и склады с оружием? Я не знаю, наверное, какие-то цифры все-таки существуют, 50%, 40%, 30%. И второй вопрос. Ливан, то, что мы в политической науке называем failed state, то есть это государство, в котором власть не может управлять. Не может собирать налоги толком, не может управлять, не может защищать, то есть не может никакие поставлять общие блага для своих граждан. Мы знаем, что Ливан все последние десятилетия это место действия Сирии и, значит, прокси Ирана. Кто будет в Ливане наблюдать и исполнять возможный этот договор с Израилем? Вот это и ключевой вопрос. Давайте я начну с первого. Значит, если подходить, так сказать, научно и очень серьезно, нужно знать, когда мы говорим о процентах, что и где было уничтожено, нужно знать реальные данные. Сколько было
и сколько уничтожено. Значит, и здесь очень важны составляющие. Например, есть условно ракеты дальностью 20 километров из семейства Град, допустим, их десятки тысяч, ну просто назовем цифру там 50 тысяч, и здесь их может быть уничтожена одна доля, однако доля других ракет дальностью в 300 километров и высокоточных, которых, скажем, было изначально несколько сот, доля может быть иной. Как это можно совместить и сказать, сколько процентов чего уничтожено, было бы неправильно, тем более, что это оружие разного назначения с разным потенциалом. Но общий смысл такой, который в общих чертах озвучивается израильскими военными, и здесь я не склонен считать, что есть налицо какое-то преувеличение. Тут как раз у нас в основном склонны к консервативным оценкам, а не бравурным, хотя бывают исключения, что примерно 2/3 от 2/3 до 80% ракетного потенциала Хизбаллы. Ну тут опять-таки ракеты разных типов и разных дальностей. По какому-то типу может быть даже и 100% или почти 100% уничтожено от 2/3 до 80%. Уничтожено и израсходовано. Это если мы говорим о потенциале. Но есть отдельные интересные нюансы. Например, противокорабельных ракет, видимо, почти все уничтожены были. То есть осталось или мало, или не осталось. Но с другой стороны, это не значит, что такие ракеты, которые являются штучным товаром, которых всего изначально десятки, что Иран в какой-нибудь партии не переправит послезавтра десяток ракет, и вот вам, пожалуйста, уже здесь снова потенциал восстановлен. 70% официальные данные израильской армии, 70% беспилотников ударных камикадзе уничтожены на земле. Уничтожены на земле. Вот вам такие данные по количеству боевиков, данные не окончательные, но я так понимаю, что цифра от 2,5 до 3000. Причем до обострения боевых действий 17 сентября количество уничтоженных боевиков было около 500. Что еще, о чем можно с точностью утверждать, вот так вот, не предположения и не какие-то оценки, что в приграничных зонах уничтожены вот эти вот все склады, накопленный потенциал вооружения, инфраструктуры, бункера, укрепления. Здесь почти все, кроме того, что, может быть, что-то упустили, уничтожено, но это лишь часть военного потенциала Хизбаллы. И, наконец, уничтожена более-менее вся военная и военно-политическая верхушка организации, которая существовала на момент начала войны. Это непреложный факт. Если убрать те или иные исключения и тех, кто по социальному лифту уже успел подняться, то это факт, это тяжелейший удар, причем это важнейший фактор во всем, что принято у нас называть картинка победы. Еще один момент довольно важный, который иллюстрирует то, насколько Хизбалла в скверной ситуации находится. Я бы даже сказал два момента. Чисто военный. В начале войны предполагалось, что когда будут сброшены, что значит маски сброшены и начнется почти без ограничений боевые действия, то Хизбалла будет способна в течение нескольких дней выпускать по Израилю от пары до нескольких тысяч ракет на все дальности. То есть там и на большую дальность по центру Израиля, и на, собственно, массе своей на север Израиля. По ходу, из того, что мы по факту видели, несмотря на то, что Израиль ликвидировал и Хасана Насраллу и наносил удары по Бейруту и много где, максимум на то, что оказалась способна Хизбалла, это цифры на порядок меньше. То есть от 200 до 300 ракет. То есть на порядок меньше. А почему? Потому что она была дезорганизована ударами Израиля, и значительная часть потенциала уничтожена. И она побаивалась задействовать даже то, что у нее есть. И еще один вариант, собственно, показательная возможность, если сейчас будет заключен договор о прекращении огня, это будет означать, что Хизбалла отказалась от своего основополагающей и единственной цели этой войны. Хизбалла начала войну сугубо из солидарности с сектором Газа 8 октября. И этот принцип озвучивался покойным Хасаном Насраллой на протяжении всей войны. И когда он говорил, прекратится огонь в Газе, прекратим мы стрелять без всякого договора. А иначе никакого выхода быть не может. Вот, пожалуйста, Насралла уже не с нами, его ближайшие соратники тоже. И если не случится ничего неожиданного, Хизбалла отказывается от этого принципа важнейшего. Не просто важнейшего, а по сути единственного, ради чего они начали. Им уже давно задают вопросы, как можно было начинать войну и вовлекать Ливан, fail state, в такую катастрофу. А это для них катастрофа ради Газы. Теперь у них еще и спросят, как же так, вот ради Газы вы начали и отказались от своего принципа. Что же такое?
этот разрыв вот этой связи будет очень важным достижением с точки зрения Израиля и с точки зрения давления на Хизбаллу и вообще того, как Хизбалла выглядит в этой войне. Ну а касательно, кто в fail state будет заниматься договором реализации, сразу нужно сказать, никто не будет. Они могут заниматься договором, скажем так, реализацией пунктов этого договора в двух случаях. Либо, если произошло переформатирование Ливана, Хизбалла уже не играет такой роли и близко, и другие силы доминируют, и хотят и не принимают ее в расчет. К сожалению, я на это не рассчитываю. Надеюсь, может быть, когда-нибудь это произойдет в лучшем будущем, но не сейчас. Сейчас может произойти только ситуация, когда Хизбалла будет проявлять покладистость, и вот эта комбинация международного механизма и местных сил, условная ливанская армия, будет выполнять букву договора. Если Хизбалла начнет этому противиться всерьез, то это выполнение договора сорвется, безусловно, потому что местные силы, пока Хизбалла не уничтожена, либо не, ну, скажем так, не на два порядка не стало слабее, местные силы на войну с Хизбаллой и на противостояние с Хизбаллой, вот такое классическое военное противостояние, не пойдут, оно себе дороже. И поэтому тогда, если окажется, что Хизбалле уже невыгодно соблюдать условия этого договора, и она демонстративно пойдет на этот шаг, дело будет за Израилем. Много лет Израиль прятал голову в песок и оттягивал разного рода эскалации. Это была огромная стратегическая ошибка правительства Израиля на протяжении долгих лет, когда считали, что можно оттянуть эскалацию, как-нибудь что-то рассосется. Как показала жизнь, ничего само не рассасывается, и в итоге какой-то довольно длительный перерыв в боевых действиях оборачивается грандиозной катастрофой. Чтобы этого не произошло, необходимо действовать и действовать решительно. И этот урок, я думаю, и хочется мне надеяться, что усвоили политики Израиля из разных лагерей и граждане Израиля, главное. Потому что граждане Израиля очень покупались на протяжении многих лет на эту псевдотишину. Когда псевдотишина создает иллюзии, что все пошло по-другому и так будет продолжаться бесконечно. Но когда противник готовится к войне, более того, противник, который открыто декларирует уничтожение Израиля и действует в этом направлении, нужно противнику верить, и еще больше нужно верить в его возможности. Когда эти возможности налицо, эти возможности нужно потихоньку обрезать, желательно даже не потихоньку. Давид Шарп, спасибо вам большое. Давид Шарп, военный аналитик из Израиля. Мы говорили о эскалации в Украине, насколько возможно, что Путин пойдет дальше и мы скатимся в ядерную войну. Сразу хочу сказать, нет, Давид Шарп в это не верит. И второе, мы говорили о том, что заканчивается, слава богу, война в Ливане, одна из войн Израиля. Таким образом, армия обороны Израиля сможет переместить какие-то свои силы в Газу, чтобы наконец закончилась и эта страшная война в Газе. Давид Шарп, спасибо. Слушателям и зрителям прошу вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, откуда вы, как вы смотрите, через VPN или нет. И мы услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Огромное спасибо и всего самого наилучшего. Спасибо.